Во сколько раз изменится давление человека на лед, если он наденет коньки? Площадь подошв ботинок, соприкасающихся со льдом, равна 300 см квадратных. Длина лезвия конька 20 см, а его ширина 4 мм. Известно о том, что человек стоит на льду, и площадь его подошв, запишем, S подошв равна 300 квадратных сантиметров. Известно, что лезвие конька, длина его L1 равно 20 см, а ширина L2 равна 4 мм. Каким образом будет изменено во сколько раз давление? Можем сказать P, когда он стоит на коньках, P подошв. Вот знак вопроса. Начнем с определения давления. Давление – это P равно сила, деленная на площадь. В данном случае сила является ничем иным, как вес самого человека. Площадь там известна, но сила пока нет. В данном случае есть вот такое соотношение. Кроме этого, мы можем знать, какая будет площадь соприкосновения одного конька. S конька равно L1 умножить на L2. Рассмотрим два варианта. Первый вариант. Обычно человек, когда едет на коньках, то он один конек использует, то вторым опирается. По сути дела, давление все осуществляется на один конек. И либо едет на двух сразу. Рассмотрим два варианта. Первый вариант, когда человек едет на одном коньке, на P1. Это будет случай, когда он просто движется на одном коньке, а второй конек использует в качестве поддерживающего. Во всяком случае, на него не опирается. Будет равно тоже его собственный вес и делить на что? На S конька, одного конька. А когда он едет на двух коньках, давление на двух коньках будет равно F, деленное на два конька, естественно, две площади. На 2 умножить на S конька. Посмотрим первый случай, когда он движется на одном коньке. Отношение. Давление, понятно, будет больше. Почему? Потому что режет лед и так далее. Посмотрим соотношение. Вот это вот P1 делить на P. P известно. Это S делить на подошву. Здесь запишем, что P просто равно F делить на S подошву. А P1 это будет F делить на S конька. F делить P1 это S конька. Внизу F делить на S подошву. Как видите, многоэтажная дробь. Разберемся с ней более плотно. Вверху F делить на S конька. F остается в числителе, S конька опускаем в знаменатель. Здесь в знаменателе F остается в знаменателе, S подошва уходит в числитель. Что мы получили? Сократили. Отношение давления получается как обратное отношение площадей соприкосновения. Итак, P1 делить на P равно S подошва делить на S конька. Одного конька. Это мы рассматриваем случай, когда он движется на одном коньке. Получаем S подошв 300 сантиметров квадратных. И делить на L1 умножить на L2 20 сантиметров и умножить на 4 миллиметра. Не всегда есть смысл сразу переводить системные единицы, если мы видим вот такое соотношение. Если было 2 здесь сантиметра, у нас бы прекрасно тело сократилось. Поэтому мы просто сейчас превратим миллиметры в сантиметры. 1 миллиметр – это не что иное, как сантиметр, деленный на сколько? На 10. В одном сантиметре 10 миллиметров, поэтому мы вместо миллиметра подставляем вот такое значение. Итак, мы получаем такое соотношение. P1 деленное на P равно 300 сантиметров квадратных. Делить на 20 сантиметров, умножить на 4, а вместо миллиметра подставляем вот это значение. Сантиметр делить на 10. И теперь десятка уходит наверх, числитель. Мы получаем такое выражение. 300 сантиметров квадратных умножить на 10, а здесь делить на сколько? 20 сантиметров. И остается умножить на 4 сантиметра. А теперь сантиметры и сантиметры умножаем. Будут сантиметры квадраты, они сократятся. Нолик можно тоже сократить. И что мы получаем? 300 мы делим на 8. И мы получаем 37,5 раза. Соотношение давлений, когда он едет на одном коньке по отношению к давлению подошв, 37,5 раза. Так и запишем. Первое соотношение P1 деленное на P это 37,5 раза. Ну а теперь посмотрим P2. А P2 чем у нас отличается? P2 деленное на P тоже. Теперь нам надо два конька здесь внизу брать. Тут единственное, что добавим двоечку. Такое же точное выражение. F делить на 2 умножить на SK. А здесь будет F делить на S подошв. То же самое проводим эти операции. Вверху F, внизу 2 умножить на SK. Внизу F остается. S подошва уходит наверх. F сократили. Мы получили отношение S подошва, деленное на 2 умножить на S конька. То, что я говорил, можно было сразу подставить, но я решил это дело показать как последовательно все, чтобы не было вопроса, откуда это взялось. Итак, сейчас записываем. 300 сантиметров квадратных. Здесь двоечку пишем сразу. Теперь умножаем L1 на L2. 20 сантиметров умножить на 4 миллиметра. То же самое все процедуры. Миллиметры меняем на сантиметры. Вот как здесь. 300 сантиметров квадратных делится на 2 на 20 сантиметров. Умножить на 4 сантиметра. Ну, а десятка пошла наверх сюда. И сантиметры эти сократились прекрасно с квадратами. Можем один нолик здесь сократить. И мы получаем, что 300 делится на 16.
Получается 18,75. Ровно половина. Когда он едет на двух коньках, получается P2 по отношению к P 18,75. Можно было бы сразу это дело все перевести в соответствующее значение в метры и так далее. Но это не всегда обязательно, потому что иногда показывают о том, что достаточно преобразовать их в одинаковые величины для того, чтобы их аккуратно потом сократить. Так, то, что получилось.